Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и вы на канале Вязание Хобби. Сегодня я вам хочу предложить 10 простых советов по вязанию для начинающих, для тех, кто только начинает учиться вязать. Надеюсь на то, что видео это будет полезным. Приятного просмотра. Вязать из темной пряжи, особенно черной, лучше всего на светлом фоне или белом. В крайнем случае на колени можно положить любую ткань светлого цвета, чтобы был контраст, и тогда ваши глаза не будут напряжены. Если при круговом вязании у вас нет круговых спиц диаметром 40 сантиметров, например, при вязании шапок, то можно вязать методом Magic Loop. На канале у меня есть отдельное видео, посмотрите ссылочку. Используя уже при этом круговые спицы, но диаметром 80 и даже более сантиметров. Если леска в круговых спицах жесткая, вот как у меня, смотрите, она уже перекрутилась, потеряла форму и даже скручивается. Ну, можно ее подержать в горячей воде несколько секунд, и она будет как новая в ваших руках. И вот смотрите, я подержала несколько секунд, ну, наверное, секунд 10 даже. Леска у меня выровнялась, можно еще было, наверное, немножко больше подержать, но уже мне будет гораздо легче вязать вот этой леской. Она уже у меня практически не скручивается. Если у вас идет вязание круговое на съемных спицах, вот леска, которая она у нас снимается, крутится, и вы вяжете методом Magic Loop, то лучше всего для хорошего соскальзывания петель левую спицу взять на полразмера меньше. Вот это 3 миллиметра, а у меня здесь вторая, получается 3,5. И тогда петельки будут хорошо соскальзывать. Чтобы не путаться в понятиях передняя или задняя стенка петли, вяжите за ту стенку, которая правее. Вот у нас лицевая петля. И смотрите внимательно. Вы должны провязать именно правую стенку, то есть вот за эту. Так. То есть каждая у нас петля состоит из двух стенок. Это у нас будет правая, а это уже получается слева. Еще называют это передняя стенка, а та у нас вот это задняя. То есть, если вам тяжело разобрать поначалу, значит вы должны будете вязать за правую. Хочу обратить ваше внимание, что у меня классические петли. Я вяжу именно классическими петлями. Вот куда у нас повернута эта стеночка правая. Кто-то вяжет бабушкины петлями, тогда они будут располагаться на спице вот таким образом. И все равно должны вы вязать именно за правую стеночку, вот за эту. Еще раз разверну бабушкину петлю, вот она. И должны все равно провязать за правую. Это что касается лицевых. Так, вот у нас были две последние бабушкины. Это у нас были классические, но они в результате смотрятся все одинаково. Так, теперь изнаночные. Изнаночные также состоят из двух стенок. И вы все равно должны будете провязывать именно за правую, вот за эту. То есть, если посмотреть на спицы, получается у нас вот это вот правая, а та, которая у нас вот подальше, это левая. И вы должны будете провязать именно изнаночной за правую стеночку. Еще называют за переднюю. Так, это у нас классические, то есть они у меня, это классические изнаночные петли. Я вяжу классическими. Если бабушкины, они будут развернуты по-другому. Вот таким способом. Но все равно должны провязать вот именно за эту правую стеночку изнаночной. Я еще одну разверну. Бабушкина получается. Так. Провязали изнаночные. Две последние у нас были бабушкины. И сейчас на лицевой стороне мы с вами посмотрим, что получилось в результате. Вот у нас получается все одинаково. Эти две петельки у нас были бабушкины. Дальше у нас классические. Но если вы провяжете за правую стенку, значит они у вас будут все правильно провязаны и будут красиво смотреться в изделии. Если вы набираете большое количество петель, можно воспользоваться маркерами, которые будете надевать после определенного количества петель. В данном случае я надевала
после 50. Вот я набрала 50 петель и поставила, даже можно вот такую резиночку. Следующие 50 петель резиночка. Или же можно маркерами. Желательно. Или можно маркерами. Чтобы немного увеличить размер вашего изделия, возьмите спицы большего диаметра. А если надо уменьшить немного, следовательно, спицы меньшего диаметра. Образцы, которые вы связали, не распускайте до конца работы, потому что по ним еще можно будет выполнить какие-то дальнейшие расчеты. Например, провязали горловину, а вам надо будет более точно рассчитать петли на рукава. Особенно это касается образцов с узорами. Вот, допустим, если вы какой-то узор провязали, вам нужно будет посмотреть, как он будет смотреться в каком-то изделии, сколько раппортов вам нужно будет провязать. Если нужно запомнить при вязании нужную петлю, это может быть в укороченных рядах, скос плеч, вывязывании ростка в плечевых изделиях, удобно воспользоваться маркерами или маленькими резиночками. Вот как в этих носочках. Затем в готовом изделии их просто можете отрезать ножницами. А здесь маркеры убрать. Или более тонкие. Если вы не знаете, какие спицы взять, помните такое правило. Ваши спицы должны быть в 2 раза толще нити. Вот возьмем эту ниточку. Если посмотреть на линейке, у нас получается она в диаметре 2 мм. Значит, спицы я смело могу брать в 2 раза больше, толще. То есть 4 мм. И я в данном случае и вяжу 4. На этом я заканчиваю подборку простых, но, надеюсь, полезных советов. В следующем видео я также постараюсь привести другие советы, которые пригодятся тем, кто вяжет. Если вам понравилось это видео, нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!